Теренского водохранилища. Рыбачки внизу стоят. Кто-то вон на лодочках плавает. Ребят, вот такое вот место. Смотрите, как грязно. Отвратительно. Ну, в любом случае, скорее всего, на Теренском водохранилище очень много людей. И нам придется убирать территорию, где мы захотим остановиться. Вот это местечко я присмотрела в прошлый раз. И первое, с чего, конечно, я здесь начну, это с того, что уберу здесь все, потому что обосрать здесь просто полный. Для того, чтобы здесь было приятно находиться, и для того, чтобы наша собака ничем не заразилась, ничего не съела, нужно сначала пройти всю береговую линию и ее почистить. Ого! Здесь страшные штуки в воде плавают. В воде, конечно, какая-то жижа здесь сейчас. Все, я убрала. Честно, сейчас мне очень хочется помыть руки, потому что я без перчаток, представляете, фу, меня сейчас хочется просто натошнить. Вот, с такой вот кучки начинается моя рыбалка. Она собрана вот с вот этой вот маленькой поляны. Представляете? И еще тут куча насерушей получается по округе. Даже детский памперс свалялся. Ребят, ну вырыйте ямку, ёпсель-матрёпсель. Ну просто вырыйте ямку, ну как эти вы в ямку закопали и все. Никто не знает, не видит, и самому приятно. Шо толку туда-сюда вечно бегать? Разбрасывать по всем сторонам. Вы вырыли ямку, побрызгали там каким-нибудь средством от комаров, от кровососущих насекомых. Вы можете туда ходить, вас даже за жопу кусать никто не будет, понимаете? А вы же все время в разные места. То там, то сям бегаете. Многие мне говорят, ты что там одна, типа, собираешь или что? Почему? Я никогда не говорила, что я одна. Я всегда собираю все свои палатки с мужем. Но это не значит, что я не смогу собрать их одна. И каждый свой шатер, каждую свою палатку, баню, все абсолютно я могу разложить абсолютно одна. И даже установить печь. Но вдвоем это сделать гораздо быстрее. Палаточку поставили. Вот здесь, в принципе, не так много места, чтобы развернуться. Но палатка у меня будет стоять вот здесь, как есть, между деревьями. И обязательно ее сейчас противодождевым тентом накроем, потому что обещают дожди. Первым делом косим газон, ставим палатку, готовим 20 литров корма. Что нам еще сделать надо? Убрать обязательно поляну, проверить соседей, заготовить дрова. Обязательно укорениться, поехать прописаться. Получить разрешение на место жительства и документы и прочее. Шутка, конечно. Все, ребят, я устанавливаю сейчас шатерчик, потому что нужно подготовить место, где можно будет ночевать. Кроме того, чтобы ночевать, конечно же, прятаться от дождя, потому что обещают дожди, хоть и кратковременные, но мы не знаем, что может к нам прийти. Тучи ходят хмуро, хоть сейчас и лето. Кстати, на улице достаточно парит, правда? Мне тоже кажется, что парит. И мне кажется, что будет дождь. 100%. Был ураган тоже. Мы думали, ай, зачем палатку пришпандоривать? Ну, за, наверное, 12 часов до этого. Не будет ни дождя, ничего. Она и так стоит. Там внутри раскладушки, все дела. Ага. А поставили ее, и знаете что? И подумали, что не зря ее пришпандорили-то, а? Хотя, может, она, кстати, и не улетела, потому что внутри стояло много всего. Просто в эту палатку пол закладывается внутрь. Пол давит на резинки, которые соединяют стенки и каркас. И сверху ставятся все вещи, которые внутри палатки. Продолжаем оборудовать лагерь. Старая плиточка. Сразу видно. Ну, старая, зато рабочая. Оп.
Для рыбалки, ребят, у меня вот такое вот укромное местечко. Там справа люди. Вот там вот слева люди подальше. Вообще у нас очень маленькая поляна, но относительно закрытая от всех остальных. Корм РС Лещ Спорт черный. Сразу 2 пакета, ребят, потому что хочу трохи посидеть, да и завтра, если я сейчас замешаю, корм станет тогда неактивным, инертным, то, что нужно на леща и подлещика. Лещ-сиропчик. Это мой любимый запах, ребят. Не хочу делать патернул, потому что он мне мешает на забросах. Хочу сделать вот просто монтаж типа инлайн, но с 2 стопорками. Это у меня петля, за которой я буду фиксировать поводок. Сейчас моя задача найти точку ловли. Выбросила на удобную для себя дистанцию и стала протягивать грузик маркерный по дну. Блин, вроде солнце так низко, все равно так греет сильно. Я уже вся употела, ребята. Обовязково нужно будет искупаться и помыться. Забрасываю. И шмур. Оп, и у меня, видите, во что-то стало упираться. То есть у меня там типа как бровочка или что, или что-то начинает, что-то появляется. На этой дистанции я буду ловить. Единственное, ну, было бы хорошо, наверное, может дистанцию на колышки набросить, на всякий случай, а не на выброс катушки, чтобы можно было и соседнее удилище тоже поставить на ту же самую дистанцию и кормить абсолютно 2 одинаковых места. Дистанцию и ловли я нашла, ребят. 8, 9, 10, 11. И меняю маркерный груз на кормушку. Кормушку ставлю, наверное, грамм 50-60. И первое, что я хочу сделать, это забросить хотя бы 5 кормовых кормушек туда на точку ловли, причем, наверное, с кукурузой, для того, чтобы подозвать к себе чуть-чуть рыбку. Солнышко уже садится. Я думаю, что где-то приблизительно через час закат. Я только начинаю ловить, но у меня впереди практически 2 суток ловли на этом водоеме. Я надеюсь, что я что-нибудь поймаю обязательно, но я счастлива. Почему? Потому что установлена палатка, все подготовлено, закидушки заброшены. Место, в принципе, интересно, но не глубоко. Не глубокая. Посмотрим, к чему приведет. Трофейная кормушечка. Кто-то забыл, я нашла. Что не ваша, теперь наша. Поставлю сразу 2 фидера. И, ребят, уже можно будет готовиться к костру, к жрачке. 60-граммовый каверти беру. У меня шикарное рыболовное место, пускай оно не глубокое, но оно уединенное. Сейчас я уже забросила даже 1 фидер. У меня 2-й заброс, я раскармливаю точку и собираюсь довольно активно ловить завтра. В соседнем там на окошечке, вы можете посмотреть, у меня стоят закидушки. Закидушки я поставила на червя с пуфом. У меня тоже там стоят кормушки. Монтажи я навязала на основных лесках. Сзади вот здесь вот у меня стоит палатка. Прекрасно, шикарно она у меня здесь разместилась. И с 2 сторон меня окружают кусты и лес. Если пройти чуть-чуть сюда подальше, то у меня здесь мини-кухня, которая помещается в мой бедненький посад. Надеюсь, уже скоро будет готов дастер. Мне уже его обещают, что он будет 100% готов в ближайшее время.
Здесь где-нибудь поставим туалет, потому что здесь и так там, ну, короче, у всех туалет. Ну и сзади там на горе у меня стоит, что делает машина моя любимая. Моя любимая машина. А почему я люблю Passatик? Я его не продаю. А знаете почему? Потому что это машина моего отца. Потому что это машина моего детства. Опа! А кто это у нас? Иди посмотреть, покажу рыбку, Рамс. Рамс, смотри. Ребят, густерка. Клюнула на один опарыш и пучок мотыля. Отпускаю. Обе закидухи объела. На обеих стоял червь. Сейчас на одну надела большой пучок опарыша, на вторую надену червя, но подделаю кукурузку. Первый подлещик на сегодня, ребята. Все дрова себе заготавливают. А я поймала подлещика на мотыля с опарышем. Потихонечку вываживаю. Вот какая-то рыбка. Посмотрим. Подлещичек, да? Угу. Ну, такой на 0,12 поводке, я думаю, должен... Блин, а какой ветер? Опа! Два беленьких опарыша и пучок мотыля. Хотелось бы лещика какого-нибудь хорошенького хотя бы. Вот так. Это все дело вот так в кормушечку, вот так. Такие вкусняшечки. Вот так вот. Хоп, хоп. Идет какая-то рыбка. Я думаю, это подрядчик, конечно же. Сейчас увидим. Клюнул на пучок мотыля. Я поставила везде пучок мотыля. Везде, на двоих. И затиповала лещ. Лещом, да, да, ребят, надо подсачек сейчас будет расщеплить мой. На всякий случай. А вдруг еще кто-нибудь побольше возьмет. На пучок мотыля. Элементарно. Разберу подсак, разберу. Смотрите, какая красота. Просто, да, вообще огонек. Его сейчас там кто-нибудь из рогатки пристрелит точно, этого, который там гоняет. Слушайте, ночь, да? А чел ездит на лодке туда-сюда. Ну, поставил колупахи, ну, видите, все по-человечески. А он туда-сюда, туда-сюда. Здесь, ребят, горит костер, а здесь горит мангал. Сейчас будем жарить себе ужин.
И наконец-то ужин, ребят. Как всегда, ночной. Ну, на самом деле, еще только 11 часов. Сейчас кто-то скажет, типа, спалила. Не спалила. Соевый соус и томатный. Они вот такого цвета становятся. Мясо не спалено. И ребрышки, они как семечки. Всякой вкусняшки для рыбы. А вдруг кто-нибудь клюнет? И никто не спит. Все ловят. Прикиньте. Не могу понять, ребят. Идет очень хорошая рыба. Поклевка была вообще шикардосная. Шикарная просто. Может, мне кажется, конечно, что там, да? Ну, потому что это покрупнее. Ну, почти. Ага. Опа. Есть, ребятки. Такой красавчик. Ух ты, бляха. Ты шо, карась? Куда ты взлетаешь, дружище? А? Куда ты взлетаешь? Вот такой красавец. Охрюкает-то как. Такой красавец, ребята. Ну, лещишка ж. Лещишка. Мотель, ребятки. Чистый, причем без опарыша, без ничего. Вот. Блин, только что была поклевка на левый спустила. Уже которую рыбу. А вот на этот сейчас реализовал. Может, он троху жестче, да, засекает ее при поклевке, я не знаю. Кузика. Оп. Крупный, ребят. Ну, это полнейший. Надо же, ребята. Столько, сколько влазит. У меня кормовой мотыль почти такого же размера, как и насадочный на данный момент, пока он не испортился. Поэтому я прям беру и таким прям большим-большим пучком. И... Расочка, лещик. Не крупно. Мне поводок поставила. А, ну нормально. Чё? Вот теперь наконец-то и на это удилище поймала. Получается, просто, наверное, надо длиннее поводок, чтобы поймать этого друга. Да, дружище. Сразу слез с поводка. Такой. Это тоже побольше трохи. Вот еще лещишка. Красавчик какой, смотрите. Крючок большой. Поводок 0,14. Колмик. Крючок большой, чтобы рыба засекалась. Кукурузки. Ну, на этот раз, мне кажется, уже не такая крупная. Будет подлещичек. Но он будет 2 часа ночи. Легко достаточно идет, поэтому. Вот такой вот красавчик.
хорошо. Кого-то сошло. Нет. Надо больше нарезки, наверное, добавлять. Потому что лещ отошел, подошел снова подлещик. Значит, надо больше нарезочки. Ничего страшного. Западло такого подсака, мразь. Подготовила новый поводок для правого удилища, потому что там злое дно, и недалеко от крючка уже начало протираться леском. Кормляю. Буду продолжать добавлять птичью, кукурузу, опарыша и мотыля. Вот сейчас была хорошая поклевка, сейчас посмотрим, идет какая-то рыбка или нет. Рыбка есть на точке? Да, подлещик. Ну, лаврик, конечно, маленький совсем стал. То лаврик, то густерка. Совсем малыши, карандаши теперь у меня здесь. Еще одна густера. Клюет постоянно. Сегодня, кстати, нет солнышка. Сегодня такая пасмурная, не солнечная погода, но очень тепло. Говорят, должен быть дождик. Ну, посмотрим. Кто тут у нас? Ну вот, наконец-то хоть лавр подошел. А то только хустера, да хустера, хустера, да хустера. Вот подхожу, уже опущена леска в воде. И рыбка уже на крючке. Ребят, ну если, короче, сидеть, клюет одна за одной вот такая лаврушка сейчас. То густера, то лаврентий. Одна за одной рыба идут. И снова. Либо лаврушка, либо густерка. Сейчас посмотрим. Снова густера. Да, это подлещик. Нет, подлещик, ребят, походу, не густерка. Давайте попробуем поставить кукурузку и мотыля. Просто, чтобы успеть перезаброситься. Не успеваю перезаброситься. Короче, если ставить одного мотыля, то заколебаешься туда-сюда перетягивать. Я реально устала ловить на 2 фидера. Поэтому начала добавлять то кукурузу, то червя, то и парыша, то еще что-нибудь. Ну вот с кукурузой клюнула густера. Пока подлещик отошел, осталась только густера. Но я считаю, нужно раскармливать. Плюс чуть попозже отварю пшеную кашу. Ребят, была очень красивая поклевка. Прям вообще такая своеваденькая. Сейчас посмотрим, что она себя. У меня здесь стоит 3 опарыша. Сейчас.
Фу-фу-фу-фу-фу. Ох, красота. Красота. Опа. Ну так вот. На 3 опарыша с мотылем. Поклевка просто пипец. Рыба, наверное, не такая большая, как хотелось бы, но поклевка вообще просто вау. Ну, это что-то похожее на шестисотку, на нормального подъезжика. А может даже и на легко. На червячка. Оп. Есть. Вот, пожалуйста. Убрала этого мотыля, которого жрет вся мелочь, и клюнул вот такой вот хороший подлещичек. Поклевку сейчас поставила, ребят. А что я поставила? На одну большой пучок мотыля, на вторую поставила кукурузу с мотылем. И сразу начала рыба себя проявлять. Но с червем просто не клюет, и сразу темп перезабросов снижается, из-за этого точка не будет так раскармливаться. На мотыля. Только что была поклевка и на червя мотыля, и опарыша. Но вот все-таки на просто пучок мотыля большой. Чем больше, тем лучше клюет, конечно, хорошо. Это у нас вот такой вот подлещик. Елозил там. Елозил губами по мотылю. Посмотрим, сколько мне удалось поймать со вчерашнего вечера, с 8 часов до сегодняшнего дня, до 12 часов дня. Ну, трошки погладила. О! Один готов, осталось нарезать, можно жарить. Красота, ребят, красота. Опа, отлично. Такой, ребят, ножик, вот такой вот, который я сейчас использую, я уже пробовала им шинковать овощи и вот нарезать мясо, нарезать рыбу. Для шинковки овощей и продуктов таких маленьких, типа салатиков и всего такого, нет. Для меня это слишком большой инструмент, и я, конечно же, лучше воспользуюсь вот таким ножом. Но для того, чтобы нарезать, допустим, рыбу либо мясо, как видите, оп, и хрящи отрезать, очень даже ничего. Натираю солью каждый кусочек. У меня, ребят, будет часть в кукурузной печи и часть в панировочных сахарях. И потом я вам скажу, что будет вкуснее. Мне даже самой интересно. Тепло, ветрено, поднялись волны. Все небо затянуто облаками. Обещали дождь с 11 до часа. Нету. Я думала, будет дождь, пойду посплю. Чего только не сделаешь, когда не взял с собой много еды, да? Придется наловить рыбы и кушать ее, конечно. Делать жареную, делать копченую, делать из нее уху, делать ее на углях в фольге, как угодно. Можно ее готовить, ей питаться и практически не покупать никаких продуктов. Ребят, снимаю пробу с рыбки. Смотрите.
Это просто нереально вкусно. Прям пар идет. Ну-ка. Ой, как я люблю рыбу. Обожаю рыбу. Обожаю кушать рыбу. Только что проснулась, кимарнула, набралась, можно так сказать, сил, хотя этого я сейчас не чувствую, но надеюсь, что почувствую позже, и сразу же ловлюсь садить, раскармливать дальше рыбу. Я, наверное, раньше не обращала внимания, но сейчас, когда появляются вот такие массивные темные тучи, сразу поднимается резко ветер. Его сейчас вообще не было, был полный штиль. Как только поднялся ветер, сразу можно смотреть наверх, значит, где-то плывет большая туча. Силы есть в бицушках, бляха-муха. Слишком много сил в бицухах у меня стало. У меня такое ощущение, ну ладно. Так. Второй вечер. Запаливаю костер, потому что становится прохладно. Рыбка поклевывает, но я сейчас, ребят, ставлю навозного червя, ну, чтобы пореже бегать за ней, потому что если ставить мотыля, будет постоянно подлещик, бустера. Вот так вот выглядит фонарь, который закрепили на простой тычке для того, чтобы подсвечивать ночью клевер типа фидерных удилищ. Невероятный закат. Ко всему прочему пошел еще летний дождь, грибной, скорее всего. И я приехала сюда ради того, чтобы увидеть это еще раз. Плюс когда-то проезжала мимо этих мест и видела, как здесь красиво, но понимала, что я не остаюсь с ночевкой и не увижу то, как садится солнце за горизонт. И теперь я это фактически наблюдаю. Надеюсь, в скором времени туча это свалит, и я понаблюдаю за солнышком. Обычно рыбалки очень тяжелые все. В последнее время приходилось что-то предпринимать, куда-то переезжать. Одно, второе, третье, десятое. А здесь я впервые за долгое время просто отдыхаю. Зонт. Не нужен зонт.
О, ребят. Хорошая рыба идет. Ух ты. Хорошая рыбка идет. Доброе ветреное утро, друзья. Ночью было относительно прохладно, мне в спальнике было нормально. Собака спала на раскладушке мужа, муж спал на раскладушке собаки и замерз. Собаку жалко выгнать. Он так уютненько разместился на мягком спальничке, тепленьком. И вот сейчас где-то 7 часов утра вышла, забросилась. Один крючок, как обычно, оборвал, он там вечно цеплялся после длительной паузы. И поймал такого, как подлещишку хорошего. Похолодало до 20 градусов тепла. Сейчас дует очень сильный ветер. Поклевки отслеживать невозможно. Но все равно этой рыбалкой я остаюсь, конечно же, довольна, потому что поймала лещей, подлещиков, густеру, плотву. Обновила свою новую ручку подсака от компании Акара, которая невероятно легкая. Она 3-метровая, телескопическая и собирается несколькими движениями руки. Вот здесь вот такая вот есть закруточка. Вы ее откручиваете. Верхнее колено, следующее колено и снова все это дело закручиваете. И ручка подсака, естественно, собрана. Скручиваете голову, и маленький чехолечек идет в комплекте, в котором удобно транспортировать все изделия. Знаете, что самое главное? Смотрите, какой рисуночек. Вы просто посмотрите, какой рисуночек. 3 метра
Прорезиненная ручка, очень удобно держать, легкий получается подсак, главное легкую голову, вообще просто нереально удобно подсачивать лещей. Если вам нравятся такие видео, обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии, конечно, следите за обновлениями, друзья. Всем ни хвоста, ни чешуи. Пока! Ребятки, это результат за утро. Думаю, таки неплохо.